Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня речь пойдет о гиганте станкостроения, подарившей миру огромное количество различных станков, что послужило отправной точкой для развития промышленности не только в России, но и во многих других странах. А если вы еще не догадались, то это Московский станкостроительный завод «Красный пролетарий». История завода берет свое начало еще в далеком XIX веке, а именно в 1857 году, когда появилась первая мастерская, открытая в Замоскворечье братьями Эдуардом и Федором Бромлей, которые, к слову сказать, являлись англичанами по происхождению. Мастерская братьев находилась в небольшом деревянном сарае, где находился токарный станок с ручным приводом, кузнечный горн и слесарный верстак. Ну а первой продукцией были топоры, пилы, молотки, серпы и косы. Через 6 лет в мастерской появляется паровая машина на 12 сил, а количество рабочих достигло 100 человек. Еще через год Калужская застава продает братьям участок земли с площадью в 10,5 гектар, где уже находился двухэтажный корпус и небольшой деревянный дом. А в начале 70-х появляются еще два двухэтажных корпуса. К этому времени на заводе уже работало около 500 человек, производившие строгальные станки для своих мастерских. В эти годы станки по обработке металла данного завода удостаиваются золотыми и серебряными медалями на Московской и Петербургской всероссийских выставках. К 1882 году к ассортименту выпускаемой продукции добавляются токарные станки для обточки вагонных колес, расточные, сверлильные и строгальные станки. Увеличению количества новых корпусов и расширению производства послужили крупные заказы на оборудование для мастерских на строящейся Великой Сибирской магистрали. В конце 19 века производственная площадь завода составляла 15 тысяч квадратных метров, а 1100 рабочих трудились на 350 металлорежущих станках и 70 подъемных кранов. Все это приводилось в движение 3 паровыми машинами. Завод начал изготовлять 12-сильные паровые машины для мельниц. В это же время завод акционируется. В первые 10 лет 20-го столетия из-за увеличения спроса на двигатели и увеличения строительства железных дорог завод существенно увеличивает объемы производства. Переломным моментом завода можно считать 14 год, когда он переключается на выпуски станков по обработке снарядов и шансовый инструмент для нужд обороны. При этом количество рабочих достигло число 3000. Затем, в 17 году завод попадает в сложное положение из-за октябрьских вооруженных боев, в которых участвовали и рабочие завода. Банковский счет сильно опустел, завод работал с перебоями. Через год завод национализируется и получает название Государственный машиностроительный завод номер 2. В цехах устанавливаются двигатели, вырабатывающие электроэнергию. Однако завод продолжает переживать тяжелое время и становится ночного парка используется лишь треть, а численность рабочих сокращается до 800 человек. А к концу 2021 года на заводе остается работать около 100 человек. В 1922 году завод получает название «Красный пролетарий» и начинает выпускать металлорежущие станки и двигатели внутреннего сгорания. Это был первый этап реконструкции завода. Количество рабочих приваливает за 1000 человек. Начинается проектирование универсальных токарных станков, таких как ТН-10, ТН-15 и ТН-20, у последних из которых появляется ступенчатый шкив для плоского ремня, механизм подачи со сменными зубчатыми колесами и небольшой коробкой передач. Станки приводились в действие от общецехового двигателя мощностью в 3,2 кВт. Переломным моментом в станкостроении как для завода, так и для всего Советского
Советского Союза стал 1932 год, когда был собран и опробован один из известнейших станков, получивший название в начале ТС, а затем переименованный в ДИП-200 по главному лозунгу первой пятилетки «Догоним и перегоним», прототипом которого стал немецкий токарно-винторезный станок фирмы ВДФ, модель Е2В8. Станок стал в 2 раза мощнее ТН-20 и приводился в движение электродвигателем мощностью в 5,6 кВт. Количество оборотов в минуту находились в диапазоне от 12 до 600. Ну а высота центров над станиной вошло в название станка. Через год завод, сконцентрировавшись на производстве металлорежущих станков, передает производство дизелей в Воронеж. В 1934 году завод осваивает выпуск моделей ДИП-300, 400 и 500. 1937 год в истории станкостроения известен как год смены номенклатуры типов и размеров станков. По новой системе обозначений ДИП-200 стал называться 1D62, где 1 – это группа токарных станков, D – поколений станков, 6 – подгруппа токарно-винторезных станков и 2 – высота центров над станиной сокращенно. В 1940 году завод выпускает еще один из вариантов ДИП-200 станок 162К или 26А, у которого появляется помпа для охлаждения и более мощный электродвигатель главного привода. Впервые в мировой практике станкостроения в 1944 году на заводе внедряется конвейерная сборка станков, что доводит выпуск до 500 штук в месяц. Также в 1945 году появляется и модернизированная версия станка ДИП-200 1D62M, у которой шпиндель фиксируется на подшипниках, а не на втулках, как обычная версия. В 1948 году налаживается выпуск нового станка 1А62, и через год завод переходит на его поточное производство. Помимо этого, коллектив завода осваивает производство прецизионных станков и вертикально-многошпиндельных автоматов. Станок 1А62 отличался более мощным электродвигателем на 7 кВт, более длинной пиноли задней бабки 70 мм, а также меньшим диаметром сквозного отверстия в шпинделе 36 мм. Помимо этого, в эти же годы выпускались такие станки, как 1620, 1Б62, 1М620, 1622. В 1954 году появляется знаменитый станок 1К62, и за 18 лет было выпущено около 202 тысяч штук. У станка был такой же класс точности, как и у предыдущих собратьев, однако были и существенные модернизации, как, например, довольно мощный двигатель на 10 кВт. Появился электродвигатель быстрых перемещений и двигатель гидростанции. Увеличилось количество нарезаемых метрических рельс. Размер конуса в шпинделе уже Морзе 6 и многое другое. Кроме этого, на базе данного станка выпускались и различные модификации, такие как 1К625 с большим диаметром заготовки над станиной, 1К620 с вариатором, 1К62Б повышенной точности и другие. 60-е годы ознаменовались запуском в серийное производство вертикально восьмишпиндельного полуавтомата 1К282. Также освоено производство станков с числовым программным управлением. В начале 70-х годов завод начинает выпуск станка 16К20, который разительно отличался от предыдущих станков как внешне, так и техническим оснащением. На базе этого станка создается огромное количество различных модификаций специального назначения и с числовым программным управлением. В середине 80-х годов станки модели 16К20 прекращают выпускать, а на смену приходит модель МК6056, МК6057 и МК6058. А в 2011 году завод «Красный Пролетарий» прекратил выпуск станков. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока.